Занятия мы с вами продолжаем, да, падение воды. Сами блоки. Первый – это ответственность. Да, второй, третий – это причины, почему человек заслуживает вот таких неприятностей. Одно – это те, которые мы прошли. Второе – это все остальные, которые влияют, которые вы зафиксируете. Ну и последние три по каждому из трех блоков мы с вами пройдем, да, с учетом их особенностей. По ответственности, что есть смысл добавить? Ну, если взять, скажем, сценарии жизненные с точки зрения там, путь души, то основных сценариев, ну, плюс-минус 3. Ну, да, может, чуть больше, но основные. Треть населения стремительно катится вниз, да, благодаря наркотике, алкоголь, там, ну, где-то курение, в зависимости от степени, ложь, коррупция. Ну, в общем, есть причины, почему они катятся вниз, просто катятся. И в этой жизни под откос, ну и в последующих также. Большая часть населения – это обыватель обыкновенный, то есть он держится за материальное, программы развития нет, переход с уровня на уровень может занимать там 1,5-2 десятка воплощений. Есть люди, конечно, которые там по тренингам личностного роста, успешные, которые идут. Если мы говорим об эзотерике, цель которой в идеале нам нужно двигаться, за одно воплощение пройти там 1-2 уровня, насколько человек сможет, да, относительно той высоты, которую он уже достигал. Да, для этого есть знания, есть возможности, да, если человек это ценит. Пройти как можно выше, как можно дальше, и так, чтобы последующие воплощения, они были вперед и вверх. Да, потому что ожидает человека в будущем, определяется тем, что он делает сегодня, там, завтра и, да, и так далее, да, в ближайшее время, в ближайшие годы. Есть сценарии. Надеюсь, в ады никому не хочется, но для этого нужно включать ответственность, потому что с ответственностью большинства людей напряженка. Да, каждый, кто ходит пасмурный и больной, у него ответственности нет за свой внутренний мир и за то, чтобы с проблемами попрощаться и к успеху идти с приличной скоростью. Да? Поэтому нужно взять ответственность, в данном случае ответственность номер один. Но самое важное – это судьба души. Да? И ваша основная ответственность, чтобы она не в тартарары катилась, да? А так, чтобы она двигалась вверх, да? Чтобы не потерять связь с Богом, с покровительством сил света. Следующий блок вопросов. Это причины, да, духовно-нравственное нарушение законов, которые человека ведут к печальным результатам. Основные: насилие, да, но ты причинил боль другому, ты получаешь то же самое. Обман, предательство, да, нижние круги ада. Жадность, транжирство, да, деньги, ресурсы, один из основных. Нерационально тоже неправ. Неправ, что в дело не пустил, да, пожадничал, или по ветру пустил. Тоже как бы, ну, бездумие, да, полное. Уныние, неверие, да, потому что душа позитивная, когда у нее есть свет. Да? Борьба с Богом, обиды всевозможные, претензии, ну, в том числе как бы небольшой комментарий. Предательство своей души тоже есть смысл рассматривать, да. То есть могли прийти как бы к успеху и счастью, привели себя под плинтус. Да, тоже как бы нехорошо. Следующий блок – это тоже причины, которые ведут человека вниз. Первое, да, это недооценка позитива, ну, там, в различных видах, да, вот спрашивается, когда человек падает, когда у него груз тяжелый на ногах, или когда этот груз тяжелее, чем сила притяжения к свету. Падает не когда тяжелый груз, а когда он тяжелее, чем та сила, с которой ты держишься за позитив, за веру, за чувство, за честность, за преданность, за спорт, за самореализацию и так далее, за благородство. Вот если у человека работает программа обесценивания, то он режет связи, помогающие идти ему вверх. И даже небольшие проблемки, да, темники, они могут его тащить, если его сила притяжения, вот за что он сражается, она слабенькая. Да, поэтому обесценивание. Второе, неразборчивость в связях. Не обязательно ты предал, но тебя в спину ударили, и спрашивается, умный ли ты человек, если змею пригрел на груди. Вот умный ли ты? Кого ты слушаешь,
кому ты доверяешь, кого ты ценишь, на кого ты тратишь свою жизнь. Поэтому, чем выше человек понимается, он должен быть разборчив в связях и в оценках людей. Следующий вопрос – это тип первый. Это проблемы, которые были уже в прошлом. То есть была ситуация, были там слабости определенные, ошибки. Вы упали и не отработали. Да, если эта ситуация повторится, вероятность того, что вы упадете, очень высокая. Следующий блок. Да, по второму типу. То есть суть в чем? В прошлом этих ситуаций не было. Это в этой жизни уже намечается. А в силу тех или иных причин вы не готовы, и вы прокалываетесь. Да? Это может быть следствие. Вы поставили цель. Эта цель предполагает определенную программу действий, да, ситуаций, испытаний. Они то надвигаются, вы что выбор сделали, а вы не готовы. Или это программа вашей судьбы. Да, то есть, чтобы двигаться вверх, вы должны сдать 1, 2, 5, 5, 10 зачет. А вы по какой-то причине не готовы. Причина неготовности, ну, по крайней мере, две основных. Первое, у вас там файл отсутствует, вы просто не знаете, как себя вести. Да, поэтому или не готовы, или те проблемы, которые были незначительны ранее, они становятся значительными сейчас. Да, поэтому слабая проблемка в прошлом может оказаться большой проблемой, да, в этой жизни, в зависимости от обстоятельств. Тип второй, да, то, из-за чего вы не падали, но можете упасть в этой жизни. Заключительный блок, да, то есть первый это по прошлому, примерно половина всех причин, почему люди падают, да. Второй блок по-новому, 20%, 30% это накопительный эффект. Да, собирали проблемки понемногу, и вот все уже перебор, и пора как бы падать глубоко. Да, поэтому проблемки могут быть в целом мелочь. Поэтому, пожалуйста, накопительный эффект. Все, что мешает, тщательно относиться. Как вы выглядите, что вы говорите, в каком состоянии вы живете, что вы цените, что вы допускаете, с чем вы сражаетесь. Пожалуйста.